Современное медиапространство – это целая экосистема. Телевидение, интернет, социальные сети – в общем, это лавина информации и дезинформации, способная манипулировать целым обществом. И чем абсурднее подача, тем она сильнее запоминается. Мыло для души, сваренное в святой воде, отмоет все ваши грехи. И даже один ролик способен запустить цепь неожиданных событий, которые могут изменить даже судьбу целой страны. Мыло для души. Как тебе моя задумка? Сваренное в святой воде. Не уверена, что Отмоет это все понравится ваши грехи. моему папа. Меня сегодня не жди. Я на фитнес. Да нормальный ролик. Неожиданный общественный скандал вспыхнул после публикации рекламного ролика «Мыло для души». Возмущенная общественность утверждает, что он нарушает этические нормы. Церковь призывает бойкотировать продукцию фабрики. Это кощунство! Нельзя мылом просто отмыться и отмыть все грехи. Нужно молиться, исповедоваться, а не отмываться. Трындец. Кому? Нам, Катя, нам. Где? Где он? Что, где? Что вы ищете? Галстук красный где? Да вот же он. Ой, Катя, что бы я без тебя делал, а? Все, иди. Спасибо. Иди уже. Да, пап. Уважаемый ВВ, вот только о вас думал. Подхалимничаешь? Нет, ну почему подхалимничаю? У нас ведь в Молдове как? Сначала идет Бог, а потом тесть. Лучше бы ты думал о рекламе, которую делаешь. Ну, реклама – двигатель торговли. Видимо, у тебя этот двигатель сломался. У тебя какая задача была? Задача, поднять продажи вашего мыла. А ты что сделал? Откуда взялась святая вода? Понимаете, мы просто провели очень дорогостоящие исследования. Если ты хочешь, чтобы все сработало на 100%, нужны яйца. О, как! Нифига себе у вас технология. Не, ну если надо, Ты что делаешь, малокольный? так яйца. Куриные яйца! Разумение. О грехе не думала, краплю тебя, изыди. Изыди, нечистый дух. Господи, и послал же мне Бог зятя. Теперь фабрика на грани банкротства. И все из-за тебя. Мы все исправим. Исправь, иначе я это мыло, знаешь, куда тебе засуну? Целиком. И где только дочка такого откопала.
Прям танцор диско. Смотри, аж горит. Что горит? Танцпол горит, Джексон. Завали, слушай. Ничего ты в искусстве не понимаешь. Ну, если ты считаешь, что искусство это выставлять себя танцующим идиотом на камеру, то да, ты вполне годишься на заслуженного артиста, не меньше. У меня, между прочим, 253 подписчика. Что не сделаешь ради аудитории. Слушай, а давай поспорим, что я и без тупых танцев наберу больше подписчиков, чем ты. Ты? Давай. Всем привет. Вот это наш офис. Здесь работают лучшие креативные умы индустрии. Орлы! А вы знали, что если в бразильский кофе добавить кивина, то он автоматически становится молдавским? Конечно, запиши это где-нибудь, может понадобиться. Это чё? Босс, это стрим. Стрём? А, типа меня все видят. И что же вам всем не нравится, а? Ну, мыло как мыло. Значит, для лица мыло есть. Для рук мыло тоже есть. А для души это кощунство. Это неэтично. Мойте тогда им жопу. Катюш, а можно еще кофе? Конечно. Ты все еще снимаешь? Ой. Знаешь, куда тебе засуну? Засуну. Целиком, целиком. Тебе засуну. Целиком. Не надо! Кофе? Нет, у меня что-то от кофе так голова болит. А вы, Спиридон Васильевич, оказывается, звезда. Кать, да не начинай, а. И так тошно. Да я серьезно, вы умеете вон спросить. А вы у Вити спросите. Он у нас теперь инфлюенсер. Босс, вы сейчас охренеете. Наш с вами видос набрал уже 5000 лайков. Какой видос? Ну, стрим наш. Слушай, стрёмно что-то все это звучит. Ну, дай сюда. А для души это кощунство. Это неэтично. Ты что, дебил? А? Тарантино хренов! Ты что наделал, Стивен Спилберг грёбаный? Ты смерти моей хочешь, да? Ну что я тебе такого плохого сделал, а? Кофе? Водочки. Ё-моё!
Да, дорогая? Да я не виноват. Вот, да это чисто случайно. Да не позорю я вашу семью. Удалю. Вот прям сейчас же удалю. Все, целую, пока. Витя! Где? Да где же он? Катя! Вызывали? Где? Да. Газ красный где? Катя, ну вот, я женатый человек, да меня повесят просто. Маню? Ой, все, иди давай. Да, пап, то есть, уважаемый ВВ, вот только о вас подумал, а вы сразу звоните. Это ж надо так, а? Ты мне зять или враг народа? Вот ты мне объясни, почему у тебя все через одно место? Понимаете, мы тут... мы хотели поднять узнаваемость бренда. Вот, согласен, но не очень получилось. Но мы еще работаем над этим. Вот работаем. Вот именно это меня и напрягает. Чем больше ты работаешь, тем хуже становится. Да у тебя прям дар. Скажете тоже. Дар. Надо его использовать. Скоро выборы. Мне на пятки наступает Дарин Флорин. Голосуйте за Дарина Флорина. Сделай ему хорошую рекламу в твоем духе. Вот, возвысь его прямо до небес, и мы будем в расчете. А вам зачем? Он же ваш соперник. Хочу с ним побороться во втором туре. Думаю, с ним можно будет договориться. Только, чтоб никто не знал, что я как-то задействован. Ага. Унесу с собой в могилу. И честно, вот хочется как можно позже. Будем стараться. Буду работать прям как стахановец. Ты подарок уже получил? Какой подарок? Спиридон Васильевич, там это для вас какая-то посылка. Ты открой. Именно столько мыла тебе понадобится, если не справишься. Завтра тебе придет человек от меня. Хорошо. Поможет. Да, хорошо. Контрастик и... Ничего. Посмотрим, кого больше подписчиков будет. Для души. Мойте жопу. Для души. Мойте жопу. Для души. Отправить. Приветствую вас, уважаемые Микедуца Богдан. Спиридон Дойбань Васильевич. Катюш, будьте добры, кофе. Если вам прям кофе-кофе, то не получится. Кофемашина сломалась. Я уже мастера вызвала. Но... Ничего страшного, я ненадолго. Ну, в таком случае давайте перейдем к делу. Давайте. Сам ББ просил помочь вам в деле продвижения Дарина Флорина, так сказать, наставить вас на путь истинный. Вы знаете, мои орлы вот продвигают активно социальные сети. У нас каждый день увеличивается количество подписчиков. Предложите Дарину Флорину какую-то благотворительную деятельность. Выложите все это в соцсетях. Пускай народ узнает своего героя. Интересная идея. Хорошо, спасибо. Очень
скажем так, продуктивная встреча. Спасибо. Да. Итак, прошу минуточку вашего внимания. Орлы, запомните этот день. Он войдет в историю нашего агентства как момент роста. Нам поручено для выборов провести рекламную кампанию для Дарина Флорина. Так что до завтра накиньте пару идей. И самое главное, никому ни слова. Это совершенно секретно. Да, дорогая, что я тебе сейчас расскажу, ты не поверишь. Между прочим, у меня тоже видос в реки залетел. Для души. Шоп. Для души. Шоп. Да, мы... Послушайте, мы делаем абсолютно все. Свадьбу? Легко. Нет, первую брачную ночь мы не снимаем. Сколько? Вы хотите всю Масса-Мари потратить? Хорошо. Да, договорились. Ну все, да, до свидания. Ну что, орлы, выходим на новый уровень. Новый день. Новые возможности. Если что, я у тебя. Да-да. Невероятно, но факт. Мыло для души стал самым популярным атрибутом у тиктокеров и блогеров. Они снимают пародии на нашумевший ролик и выкладывают в соцсети. Катя! Попроси оболтусов наших, чтобы они убрали эти коробки с моих глаз. Мозолят тут. Настроение портят. Что-нибудь еще? Не-не-не-не-не-не, не надо. Жена сказала, чтобы я кофе больше не пил, а то это плохо влияет на... На давление? Может, я вам массаж сделаю? Плохо влияет на ее семью. Кать, давай без этого. Все, скажи зубоболтусу, унесли это мыло. Ну что, орлы, гении креатива, кто подготовил домашнее задание? Как будем пиарить высокоуважаемого Дарина Флорина? Предлагаю снять ролик. Пошел нахер! Хватит уже! Наснимали! Вон у меня все бомжи на районе мыло просят. Так-то черный пиар, он тоже очень эффективный. Нет, тут нужно что-то другое. Нужно поднять имидж Дарина. А что мы знаем про него? Про Дарина? Ну, он очень хороший кум. Чей? Чей? Мой! Мы с ним вместе в баню ходим. Он уважительно относится ко всем. Особенно к женщинам. Да, женщин он особенно уважает. О, босс, так а давайте напишем какой-нибудь хвалебный постер. А мне нравится. Молодец. Почему бы и нет? Так что собрались. Работаем. Давайте.
Орлы! Когда ты говорил, что ты создаешь из ничего, я думал, это метафора. Хорошо. Может, искусственный интеллект нам поможет? Все-таки 21 век. Введем данные. Дарин, Флорин, хороший мужик и уважает женщин. Ты еще баню добавь. Босс же так сказал. Чё ржём? Да показывай, показывай. Чё охренели? Вы в своем уме? Ты посмотри, прям как настоящий. А как ты это сделал? Это не я, это искусственный интеллект. Интересно. А своим интеллектом пользоваться не пробовали? Мне кажется, вам зарплата не нужна. Вас ждет Нобелевская премия, потому что вы доказали очень важную теорию. Какую теорию? Что два дебила – это сила. Один интеллект на двоих, и тот искусственный. Не, интересно. Слушай, ну сделай мне нормальный постер, а? Ну сделай, как он дарит женщинам цветы, там, я не знаю, руку подает людям, которые из автобуса выходят. Ну, ты же дизайнер, чем мне тебя учить? Давай. Ну вот. Можешь, когда хочешь. Реально похож. Слушай, а скинь мне эту фотку. Походу, наш босс приобщился к ТикТоку. Чувак, он не то запостил. Сука! Тиктокер, да как так можно было? Гнида поганая, Да-да. В общем, а как удалить пост? Босс, боюсь, уже никак. Я такой скорости никогда еще не видел. Жесть. Не то слово. Гвидон Васильевич, кофе? В монастыре прорвало канализацию, и уже 2 недели он находится без воды. Настоятель монастыря, отец Иннокентий, обратился к добрым людям за помощью. Мы просим у помощи. Мир не без добрых людей. Бог есть в каждом. Кошмар. После таких новостей даже вода в горло не лезет. Настоящий скандал разразился после того, как в интернет попал снимок кандидата Дарина Флорина, отдыхающего в компании подозрительных женщин. Политологи утверждают, что это негативно скажется на его предвыборной кампании. Молодец. Очень хорошая работа. Подход неожиданный, но эффективный. Это именно то, что я хотел. Продолжай в том же духе. О как! Спиридон Васильевич? К вам пришли.
Кто пришел? Дарин Флорин. Где? Галстук, галстук. Куда спрятать надо? Кум, не помешал? О чем ты говоришь, а? У нас же в Молдове как? Сначала идет Бог, а потом кумэтру. Согласен, согласен. Ну, а что, я не могу повидать своего любимого кумэта? Ой, да ладно, слушай, мы в последнее время вообще только в сауне и видим. Ну да. Присаживайся. Спасибо, Петюш. Какими судьбами? Да. Мне кажется, что-то очень странное происходит. А что происходит? Я сколько раз говорил, никаких телефонов в саунах. Я думаю, кто-то хочет меня подставить. Как подставить? Кто? Ты очень хорошо знаешь, кто, Спиридон. Кто? Твой тесть. Не знаю, не знаю. Он меня в свои планы, знаешь ли, не посвящает. Он вообще смотрит на меня, как на пустое место. Как будто меня вообще нет. Ну так ты сам виноват. Не, ну я реально думал, что у меня тогда с Виолеттой был этот... Ну я как джентльмен должен был жениться. А недавно, представляешь, что она мне заявила? Что у нас тогда вообще ничего не было. Меня тогда мои оболтусы, они еще студентами моими были, пригласили на студенческую вечеринку. Я тогда так нажрался, ни хера не помню. Виолетта сказала, что я ее пригласил на танец. Ну и потом у нас был этот. Нифига себе, танцор диска. А замуж что вышло? Ой, тут вообще другая история. Она тогда со своим папой поругалась. Я просила у тебя розовый мини-купер. А ты что мне купил? Черный? Еще и бэушный? Папа, черный мини-купер – это кринж. Доченька, вот на свадьбу подарю тебе розовый. На свадьбу? Знаешь, что по-настоящему означает «не вовремя»? Спиридон Васильевич? Я тут, после того... Ну я же джентльмен. Спиридон Васильевич, что надо? Жениться. Жениться? Или я не вовремя? Очень даже вовремя. Папа! Так что я не знаю, что в голове у этой семейки. Идиот ты, Спиридон, а не джентльмен. Но за это ты мне и нравишься. Порядочный ты. В наше время это очень редкое качество. Слушай, у меня идея. Проведи для меня пиар-акцию по улучшению моего имиджа. Я тебя отблагодарю. Возвысь меня прям до небес. До небес. Чего ж не помочь такому замечательному человеку? А может, проведем благотворительную акцию? Вон в монастыре труба лопнула.
Монахи уже 2 недели без воды. Принеси им воду, накупи каких-то там вкусняшек. Мои оболтусы, орлы, снимут репортаж для интернета. У нас, между прочим, уже многотысячная аудитория. Только-то, дай мне твой бус. Туда больше влезет, чем в мой Мерс. А зачем покупать такой дорогой, но непрактичный Мерс, а? Для налогового отчета он не такой уж и дорогой. Всего лишь 10 тысяч лей. Готов купить его за 11. Не обижаешься? Идем, познакомлю тебя с моими орлами. Знакомься, это мои орлы. Хочешь стать звездой интернета, они тебе это вмиг организуют. На всю страну тебя опозорят. Извини, что? Не рас... Говорю, гарантированно станешь звездой интернета. Да. А это Катерина. Звезда и украшение нашего офиса. Ох, Спиридоша, знаешь ты мои слабости. В общем так, оболтусы. Поедете с Дарином, поможете ему там с благотворительностью. И снимите этот, как он называется? Стрём. Стрём, да. Только давайте без сюрпризов, а? Ну вот по-человечески прошу. Конечно. Сегодня состоялась благотворительная акция. Дарин Флорин привез воду в монастырь. В интернет просочился репортаж с места событий. Я услышал призыв о помощи отца Иннокентия. И как настоящий христианин, я не смог остаться в стороне. Ведь мы должны помогать друг другу в беде. Я обещаю, когда меня выберут, я решу вопрос с канализацией. Истину глаголишь, сын мой. Бог все видит. А это куда? Вода и, как оказалось, в коробках уже знаменитое мыло для души, которое в народе называют мылом для грешников. Что это? Благотворительность или намек? Кружка медная. Всем привет, это Витя. А это Митя. И мы сегодня снимаем видео с благотворительной акции Флорина Дарина. Потому что церковь – это святое, и о ней надо заботиться. Ах ты, Ирод проклятый! Ты, священнослужителям моим, привез какое-то мыло! Я представитель власти! Я свою контору быстро закрою! Ты что творишь? Угомони! Фу, блин! Что ты... Я твою контору закрою, ты! На контрольно-пропускном пункте Паланка таможенники обнаружили незадекларированную промышленную партию красной икры весом почти 13 килограммов. Товар был конфискован и подлежит уничтожению. Ага, уничтожению. Хотел бы я на это посмотреть. Меня сегодня не жди. Фитнес? Нет, у нас сегодня девичник. Опять? Так ты же сам мне все время говоришь, что надо почаще выходить из зоны комфорта. Да и вообще, я девушка взрослая и отчитываться не обязана. Да, но я твой муж. Почему я не должен знать, где моя жена? Меньше знаешь, крепче спишь.
После скандальной благотворительной акции рейтинг кандидатов в президенты Флорина Дарина продолжает стремительно падать. Напомню, что он пытается вручить монастырю партию мыла для души, которое в народе прозвали мылом для грешников. Многие политологи заявляют, что имидж кандидата может спасти только чудо. Слушай. Как ты это провернул? Да это черная полоса какая-то. Вы, конечно, мне не поверите, но это чистая случайность. То-то и оно. Я плачу миллионы разным, впрочем, неважно, чтобы они придумали что-то типа такого. А у меня под боком лучший политтехнолог. Это гениально. Золотой ты мой. Продолжай в том же духе. А вот это уже подозрительно. Да. Ты пакет видишь? Спасибо, конечно, но... Не спеши отказываться. Большие дела требуют больших денег. А с твоими доходами даже микедуцы тебе не по карману. Это тебе на расходы. В политике важна социология. Надо понимать, кто твой ядерный электорат, что ему нравится, чего он хочет и где ты можешь добрать еще. Понял? Ну, найдем. Как его, как это? Ядерный электорат. Ты бы записывал лучше. Да. Хорошо. А как определить этот ядреный электорат? Надо провести опрос, посмотреть, если можно расширить электоральный бассейн, поработать над имиджем. Бассейн. А бассейн зачем? Че, мы их купать будем? Тебя мы купать будем, причем в святой воде. Мое время стоит дорого. Только из-за уважения к ВВ скидка 10%. 20. И то из-за большого уважения к делам ВВ. Да. Провести соцопрос. Екатерина, вы, как всегда, прекрасны. Позвоните. У себя? Да.
Так, ты мне кум или не кум? Что за подстава? А зачем ты чужое имущество разбазариваешь, а? Это мое мыло было. Ты охренел? Короче, я не знаю, кто конкретно в этом виноват, но за разгрузку твои эти орлы отвечали. Катя! Будь добра, пригласи, пожалуйста, наших оболтусов. Позор. Сейчас мы разберемся. Ну что? Двое из ларца. Орлы! Или правильнее сказать, дятлы? Во-во! Что произошло? Сразу, мы не виноваты. Бус был открыт, и монахи как-то сами взяли все. Так мы же Дарина снимали. Господина Дарина. Значит так, вон с моих глаз, быстрее, выше и сильнее. Митя, задержись. Политика политикой, а бытовыми заказами тоже нужно заниматься. Пойдешь, снимешь свадьбу. То, что с брачной ночью? Ой, а вот ты только это и запомнил. А пакет-то зачем? Эх, молодежь, молодежь, учить вас и учить. Кто на молдавскую свадьбу идет без пакета? Чё? Вкусняшек наберешь? И что? Быстрее, выше и сильнее. Он такой слой, слава богу, пронесло. Митя, что он сказал? Свадьбу отснять. Какую? Ту самую. Да ладно. Мне кажется, ты не справился с задачей. Куманек. Не согласен. Мне кажется, что полдела сделано. Может быть, они и оболтусы, но свое дело очень хорошо знают. Ты звезда ТикТока. Добро пожаловать в братство. У нас, знаешь, сколько подписчиков добавилось? А раз уж такое дело, может, тебя лицом сделать? Ты охренел? Жалко. Но мысль интересная. Зачем тебе столько мыла? Да не нужно оно мне, короче, тут долго рассказывать. Отдай его мне. Я же госзакупки курирую. Сейчас вот в парламенте мыло закончилось. Деньги пополам. Как говорится, хочешь жить? Умей вертеться. Или как там у тебя? Новый день, новые возможности. Знаешь, Куманек, вот когда ты это говоришь, смысл почему-то кардинально меняется. А ты не боишься своих махинаций? Прошлого куратора из-за этого и сняли. Люди меняются. А схемы они вечные. И кто мне что предъявит? Там вот антикоррупцию упразднили. Такой хаос, что им не до меня. Ты меня, Дарин, в свои мутки, пожалуйста, не приплетай. Нужно мыло? Так бери. Судя по всему, вам в правительстве оно ой как нужно, чтобы все ваши грешки смыть. Порядочный ты, Спиридош. Поэтому в жопе. И коньяк у тебя дерьмовый. Ну, не хочешь, как хочешь. Мне больше достанется. Вот, мне нужно дом достроить, дачу в водах. Пока есть возможность. А тебе вот благодарность. Дарин, я даже не буду спрашивать, откуда у тебя она. В наше время нужно иметь нужных друзей.
Ладно, давай вернемся к моей предвыборной. Нужно как-то исправить ситуацию, что ли. А то этот старый хрен, тесть твой, ВВ, выборы выиграет. М? У тебя на него хоть что-то есть, компромат какой-нибудь, я не знаю, хоть что-то. Знаешь что, Дарин, нужно тебе сменить... Сейчас. Имидж. Я уверен, что и образ жизни, но давай начнем хотя бы с имиджа. Расширить электорат, провести соцопрос. О. Короче, хвалебный постер тебе нужен. О. Билборд тебе нужен. И не один. Вот представь себе, ты полный рост, красавец. И крупными буквами твое предвыборное обещание. Этого хлама у меня валом. И пенсии обещал, и гречку, и... Не. Сейчас уже гречкой никого не удивишь. Тут нужно что-то другое. Да. Там это... В общем, все прогнило. Можно менять систему. Вот. Слушай, что говорит простой народ. А вы, собственно, кто? В смысле? Мастер по поводу кофемашин. А, ну, надо менять, меняйте. Вот смотри, что говорит народ, понимаешь? Люди устали от бардака. Они хотят человека, который весь этот бардак уберет. Не, ну, я тебя понял. Типа я выигрываю выборы, всех наказываю, всем даю газу. Вот, отличный слоган. Дарин Флорин. Всем даст газу. А? Отличная идея, да? Идем, давай со мной. Да идем. Ты серьезно? Да. Есть у меня одна отличная идея. Ну что, орлы? А, Митя на свадьбе. Орел! Витя, ну ты же дизайнер. Значит, умеешь фотографировать. В общем, нужно организовать мега крутую фотосессию нашего многоуважаемого Дарина. Так сказать, показать всей стране, что Дарин лучше самого Дарина. Так давайте просто его еще раз прогоним через искусственный интеллект. Вот давай вот без этого, а? Не надо. А почему нет? Поверь моему опыту, лучше все сделать своими силами. Сними его из разных ракурсов. Митя, давай, как я на часы. Красавчик. Еще бы, одни только часы 1050 стоят. Сколько? Не лей. Так, стоп. Дарин, кум, уважаемый Дарин, можно вас на минуту? Послушай, это не совсем то, что нужно. В смысле? Ну, вот сколько у нас зарабатывают учителя? Не знаю, без понятия. Ну хорошо, не учителя. Сколько, допустим, у нас зарабатывают дворники, а? Сколько у нас зарабатывают слесари, инженеры? Ну, обычные люди сколько зарабатывают? Вот что они скажут, когда увидят твои часы за 50 тысяч? 60. Сколько? 60 тысяч? Нет, тут нужно другое. Нужно быть ближе к народу, понимаешь? Здесь нужно быть уляка дворником, уляка слесарем, уляка инженером. Ну, над образом нужно поработать. Спирик, что ты от меня хочешь? Нужен народный образ. Вот что нужно.
Фотосессия, пособие по ролевым играм. Да не говори. Так, стоп! Вот это то, что нужно. Вот этот образ, прямо вот попадание в яблочко. Ты же обещаешь порядок навести, правильно? Ага. Ты же обещал всем газу дать. Вот этот тот образ, да? Вот такой вот рукой так сделай. Знаешь, ну типа, о, Дарин, о, the best of the best. Давай, Митя, давай. Вить, давай, пару кадров еще сделай. Красавчик. Вот это народный герой. Отличный образ. Я уверен, что твой посыл, ну вот прям всколыхнет общественность. У меня есть человечек с билбордами. Я думаю, что сейчас мы этот вопрос тоже решим. Артурчик, привет. Нужны билборды? Слушай, да ты гонишь. Какие билборды? Сейчас выборы. Уже все давно продано. Совсем ничего нет. Нет, ну очень нужно. Ну вот прям очень-очень. Ща. Дай я гляну на ваш МД. Есть у меня для тебя парочка интересных мест. Ну, вот, молодец. Можешь, когда хочешь. А где они? В каком месте? Где? Бери, что есть. Ну, хорошо, берем. Да? А что? Вот и расширим электорат. Так, кум, ты едешь с нами, а то я твоему орленку не очень-то доверяю. О, вот и второй. Слушай, так может на моем бусе поедем? Да не, Спиридон, я люблю комфорт. Там же все надежно. А все нормально там, не переживай, все схвачено. А ну-ка, проверка. Это что, букет невесты? Так что ты была собачья свадьба, других букетов не было. В смысле собачья свадьба? В прямом. Что ты угораешь, а? Собачья свадьба. Этот мир сошел с ума. Ну вот, а? Красавчик. Орлы, сворачиваемся. Давайте, нам еще воксы снимать надо. Слушай, а то, что я и тут стою, и ты всех про меня спрашиваешь, тебя не смущает? На? Ты серьезно? Серьезно? Я ее еще с пандемией ношу, на всякий случай. Да надевай. Теперь тебя точно никто не узнает. Спиридон. Дарен. О, нормуль. Дарин Флорин обещает решить проблему с газом. Расскажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Что он обещает? Всем дать газу? Но если он это сделает, будет прекрасно. Дарина Флорина, конечно знаю, мы вместе служили. Вот такой мужик. Я понятия не имею, кто это такой. Дарин Флорин обещал решить проблему с газом, когда станет президентом. Что вы думаете по этому поводу? Не понял. Чьим президентом? А ну, стоять! Базочка! Сержант Иванов, преследую нарушителей! Подмога нужна! Новый виток в деле о газе. Дарин Флорин пообещал жителям Левобережья решить газовую проблему. Об этом свидетельствуют билборды в некоторых городах Приднестровья. Неожиданно. Ну, Спиридон, это просто высший пилотаж. Сам Дарин Флорин никак не прокомментировал этот факт. Более того, никто не знает о его месте нахождения.
Ой, Мерс. Мерс мой. Это Волга. Мой гелик, дядя. Ой, нашел о чем сейчас думать, а? Сам говорил, он 10 тысяч лей стоит. Какой 10 тысяч? Нам от собак не уйти. Бежим, бежим! Да друг. Витя, бросай букет! Ну, от собак не уйти. Бросай букет, говорю! Берег! Где Витя? Я Витя! Где Витя? Он другой дорогой побежал. Догонь! Вот и расширили электорат. Меня, наверное, все ищут. Так позвони. Позвонить? Мой телефон на зарядке. Угадай, где? Где? В гелике. Витя, сними стрём. Стрим. Стрим. Тебя сразу все увидят. Угомонись. Гений креатива. Так. Митя, все хорошо? Я Витя. Да. Сука. Всем даст газу. Да завали. Дорогие сограждане, чувствую себя хорошо, у меня нет проблем, я не арестован. У меня все хорошо, просто некоторое время я не смогу выходить на связь. Мне нужно время на реабилитацию. Спасибо. Есть? Есть. Один из излюбленных инструментов любой пиар-компании – это псевдо-пресс-конференции, где псевдоправильные журналисты задают псевдоправильные вопросы, чтобы получить псевдоправильные ответы. Почти всегда так происходит, но не в этот раз. Дорогие сограждане, спасибо, что пришли. Первый вопрос. Почему вы вдруг решили заняться газовым вопросом? Я еще раз спрашиваю, что за тема с газом? Вы знаете, очень хороший вопрос. Я сам себе его задаю. Но эти вопросы не ко мне. И поверьте, при первой возможности я задам его кому надо. Гражданин начальник, я не виноват. Это все к мэтру. Следующий вопрос. Как отреагировали жители Приднестровья на вашу избирательную кампанию? Очень хорошо. Вы знаете, меня даже поразило, что им не очень-то нравится, что происходит.
А что в пакете? Жених? Прикинь, у нас тут жених. Держи, держи. А что, больше ничего нету? Да, Иванов. По-моему, мы нашли Мерседес, который угнали 2 месяца назад у нашего полковника. Ой, не к добру все это. Дёру! 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 Стоять, говорю! Остановите! Это полиция! Мы вас видим! Не пытайтесь скрыться! Ты мне еще понадобишься. Следующий. Стало известно, что правительство закупило партию мыла для души, прозванным в народе мылом для грешников. Ну, что могу сказать? Есть пословица «рыба портится с головы». А у нас в Молдове рыбу любят кумамалигу, цику муждей, кубрынзы. Следующий. Посмотри на Дарина. Ну это же клоун. Уверен, что победа у меня в кармане. Я бы не был так в этом уверен. Последние опросы говорят о том, что рейтинг Дарина пошел вверх. Как пошел вверх? У этого клоуна? Клоун не клоун, но цифры не врут. Особенно после его последней выходки. Удивительный камбэк. Никак иначе не назовешь триумфальное возвращение в предвыборную гонку Дарины Флорина. Политологи объясняют это сменой имиджа и правильной стратегией политического курса. Его рейтинги растут. Одумался. Одумался. Видимо, раньше его кодилом надо было. Он нам обещал с канализацией помочь. Видимо, начал мылом пользоваться. Помогает. Все-таки есть что-то в этом мыле святое. Пути Господни неисповедимы. Рейтинг вырос, говоришь. Значит, пришла пора действовать по-взрослому. Прям дежавю какое-то. Да, пап. То есть, уважаемый ВВ, а? Вы рейтинги видели? Растут, как на дрожжах. А это типа премия? Слушай внимательно, зятек. Ты впервые сделал то, о чем тебя просили. А теперь будем играть по-взрослому. Мне нужны компроматы на твоего кума. В пакете столько денег, что ты столько за свою жалкую жизнь не заработал. Но мне нужно, чтобы ты начал вести грязную игру. В общем, я подумал, я не могу. Я этого делать не буду. Это неправильно.
Спиридон, привет. Я тут подумала, может, поужинаем сегодня вместе? А что, я не могу порадовать своего мужа? Хорошо? Ты во сколько будешь дома? Окей. А тебя чем порадовать? Ой, а то ты не знаешь. Ну что, вкусно? Рада, что тебе понравилось. Да я такой вкусняшки вот не ожидал, вот честно. Да ты запомни этот момент, потому что такой богатый стол ты больше никогда не увидишь, если не выполнишь просьбу папа. Не понял. А я тебе сейчас объясню, дорогой. Либо я и моя семья, либо твой кумэтру. Да при чем тут кумэтру? Просто твой папа просит сделать мне то, что, ну неправильно это. Не по-мужски. Мой моральный компас не позволяет этого сделать. Да мне плевать на твой оральный компас. Папа сказал, значит, надо сделать. Вот пусть твой папа это и делает. Вот и вали с этого дома. Вот и уйду. Существует один неписанный закон Вселенной. Никогда не говорить, что дела идут хуже некуда. Потому что как только мы это произносим, жизнь тут же показывает нам, как сильно мы заблуждаемся. Вот. Это что? Свидетельство о расторжении нашего брака. А я в этом уравнении не должен участвовать? А ты забыл, кто мой папа? У него всюду свои люди. Так что смирись. И еще он просил передать, что если ты не выполнишь его просьбу, он мигом всю эту твою шарашкину контору закроет. Уяснил, профессор? Это не тебе, не заслужил. Это тебе. Папа сказал, ты заслужила. А я не понял, ты что сейчас было? Слышь, казачок-то у нас засланный. Спиридон Васильевич, я все объясню. Наверное. Позже поговорим. Мне нужно твоему боссу ответить. И почем сейчас серебряники, а? Да. Да. Тебе суть ситуации доложили? А что у вас за шпионские игры? Можно поинтересоваться? Вы меня со всех сторон обложили. Да вы мне дышать не даете. Единственное место, где я могу отдышаться, это мой офис. А вы и тут умудрились меня контролировать. Вот по поводу твоей конторы я и хочу поговорить. Если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, мне даже особых усилий не потребуется приложить, чтобы ее закрыть. И что вы предлагаете? Мне нужны компроматы.
Мне нужны фейки. В общем, Микидуция тебе объяснит. Спиридон Васильевич, можно мне объясниться? Катерина, давайте выслушаем вашего коллегу. Что такое тролль? Мультик такой. Сам ты мультик. Это мифологическое существо. А диванный тролль? Это человек, который занимается троллингом в интернете, не выходя из дома. Ну, в нашем случае из офиса. Чем занимается? Троллинг – это намеренное провоцирование действий на определенный вызов эмоций у человека, таких как раздражение или спор. Понятно? У меня такое ощущение, что я с Митей разговариваю. А по-русски можно объяснить? Тролль – это провокатор. Обычно тролли используют сарказм, оскорбление, подстрекательство или ложную информацию с целью, чтобы разжечь конфликт. Вот теперь понятно. Понятно. Катерина, вы тролль? Существует агрессивный троллинг, идеологический и манипулятивный. В общем, тут все написано. Другими словами, ваша задача при использовании определенных инструментов в интернете всяческими действиями уничтожить Дарина Флорина. Желаю удачи! Екатерина, я устал ждать. Что ждать? Звонка, Катя. Или, может, вы визитку мою потеряли? Потеряла я, такая забудчивая в последнее время стала. Позвоните, пожалуйста. У себя. Ты мне Мерс торчишь. Какой Мерс? Тот самый. А из-за кого я без Мерседеса остался? Кто замутил эту тему с газом? Нахера мне это сдалось? Знаешь что? Куметру, да Мерседесу и Кубань. Так что, куманек, или Мерс, или будешь делать то, что я тебе говорю. И что ты предлагаешь? Да я тебя сколько раз просил про компромат на ВВ. Мне нужно уничтожить его политически. Закидать его грязью. Да как вы все не понимаете, что чем больше лжи, тем громче будет правда? Правда должна быть наша. Короче, мне тут человечка порекомендовали. Лучшего в своем деле. Придет, проконсультирует вас всех. В общем, отвечаю на ваш немой вопрос. Еще мой дед говорил, не держать яйца в одной корзине. Помните, о чем мы говорили 2 часа назад? Используйте инструменты в интернете только для того, чтобы уничтожить ВВ. Желаю удачи! А это что сейчас было? На меня не смотрите, я сама в шоке. Подожди. Нам теперь надо чмырить и ВВ, и Дарина Флорина. Нам пиздец. Так, орлы, не паникуем. Паники здесь не место. Спиридон Васильевич, не нервничайте. А кто нервничает? Я нервничаю. Да я само спокойствие. Смотрите на них, вон. Грязь они хотят, компроматы они хотят. Чё сидим? Работать, орлы, работать давайте.
Васильевич. Выслушайте меня. Катя, вот иди от греха подальше. Пожалуйста, иди давай уже. Нет, вы меня все-таки послушайте. Значит так, орлы. Ну, тролли. Я понимаю, что ситуация патовая, но мы совсем справимся. Мы же креативное агентство «Лунный свет». Значит, делаем так. Нам нужно каждому придумать по анонимному... Никнеймы? Метителу. Да, никнеймы. Будем работать попарно. 2 топят за ВВ, 2 топят за Дарина. Значит, Витя будет работать с Катей, я с Метителу. Я с Иудами не собираюсь работать. Ну все. Каждый ошибается. С кем не бывает. Во. Вы мне столько стрёмов накосячили. Стримов. Что теперь? Хорошо. Значит, каждый должен придумать по 5 никнеймов. И вот их. Потом выберем лучшие и с ними будем работать. Всем все понятно? Работаем. Favorite match. Витя кринж. Где лох? Витя скуф. Катерина Малина. Favorite match. Sunshine 009. Могу поспорить, это Митя написал. Катюша. Кать. Ну ты хочешь, чтобы как после Мартишора кого-то кондрашка схватила? Роко-бароко. Нет, ребят, ну это не то. Нужно что-то простое, народное. Вот ты будешь Ионом. Чего ты сразу Ионом? Давайте хотя бы Джон. Джон Дело Мадрид. И заодно диаспору привлечем. Нет, мне вот эта вот идея как-то не очень. Пусть будет не Дело Мадрид, а Дело Лиссабон. Ион, Дело Лиссабон. О, звучит как песня. Эх, молодежь, учить вас и учить. Значит так, читаем самые важные и громкие новости и начинаем их комментировать. Все понятно? Что там у нас есть по новостям? Вот новость. Магнитные бури в ближайшие дни накроют Землю. Отличная новость. Работаем, ребята. Работаем. Тоже не страшилка. Ничего страшного. В Молдове есть Дарин Флорин. Он решит этот вопрос. Да, так же и с газом. Вот у нас в Европе все по-другому. Мальчики, не ссорьтесь. Мы все в одной лодке. Давайте поменяемся. Не могу я топить за ВВ. Ну, тем более, если честно, боюсь не сдержаться и такого наговорить, что потом за 100 лет не отмоемся. Ладно, босс, не вопрос. Спасибо. Ион, ты лупень. Это был сарказм. В Молдове все решает ВВ. ВВ ничего не решает, он тупо всех использует. А ты уже использованный? А ты что такой дерзкий, а? Ты думаешь, если сидишь за компом, я тебя не найду? В реале встретиться слабо? Виктор Васильевич, у нас ЧП!
Ты что сделал? Значит так, во избежание внутренних конфликтов завтра будем работать посменно. Я тут еще наготовила в знак извинения. Я знаю, у вас сейчас сложный период. Да ладно. Ну, вот здесь плошечка, варенички, супчик и котлетки. Я знаю, вы сейчас плохо питаетесь. Вот, приятного. Спасибо. Котлетки, говоришь? А вот и борщ красный звонит. Спасибо. Слушаю. Видимо, плохо ты слушаешь. Спиридон, плохо. Ты число в календаре видел? До выборов рукой подать. Но мы работаем. Активней работай, активней. Компроматы давай. Иначе конец твоему агентству. Стахановец. Значит так, орлы. 10 минут троллим для ВВ, потом 10 минут троллим за Дарина. Всем все понятно? Новости какие? Вот новость. Цены на недвижимость продолжают расти. Прекрасная новость. Время пошло. Поехали. Надо голосовать за Дарина. Дарин Флорин все разрулит. Браво. Поддерживаю. Ему можно верить. Он кумэтру моего знакомого. Если кумэтру, то точно можно верить. Смена! Надо голосовать за ВВ. ВВ все разрулит. Ну, здравствуйте. Можно? Кумэтру, да Мерседесу и Кубань. Конечно, можно. Кумэтру. Ну что? Как обстоят дела? Работаем. Плохо. Плохо работаешь. А нужно активней. Активней. Иначе... Кстати, я только что смотрел новенький Мерс. Ну как новенький, почти новенький. О, а что это у тебя? Котлетки? Как символично. Ты меня, Спиридон, котлетами кормишь. Вкусно. Спиридон Васильевич, может, чай, кофе? Не, Катюш, спасибо, не надо. Так что, копи бабло мне на новый Мерседесик. Знаешь что, кумэтру, ничего я тебе не должен. Ты сам на Мерседесе хотел в Приднестровье ехать с комфортом.
Спиридон, я как-никак представитель власти. Я твой офис быстро закрою. Будь добр, сделай так, как я тебя прошу. По-человечески прошу. По-хорошему. Значит так, орлы, хватит с ними сюсюкаться. Голосуйте за ПВ, голосуйте за Дарина. Фу, аж тошно. Возвращаемся к вчерашней схеме. Пишите так, чтобы аж искры летели. Только это, давайте без драк, а? Босс, конфликт давно улажен. Есть. Вот это хорошо. Вот, ребят, ну я же вас еще вот такими помню, а? Господа хотят грязи, так что не стесняемся. Агитируйте не почему люди должны голосовать за них, а почему они этого делать ни в коем случае не должны. Мы им покажем силу креатива. А, ты... Или марш, или будешь делать то, что я тебе говорю. Спиридон Васильевич, мне нужно отойти ненадолго. Можно? Угу. А можно я Митю с собой возьму? Да бери хоть обоих. Катя, а я не понял, это что за групповуха? Значит так, мальчики, с волками жить, по-волчьи выть. Это спасательная операция. Нужна ваша помощь. Ладно, а кого спасаем? Компроматы хотели? Ну, господа, тогда держитесь. Сами напросились. Дурин Флорин ни хера с газом не имеет. ВВ подкупил всю судебную систему. Екатерина, я всегда знал, что у нас много общего. И я очень рад, что ты наконец оттаяла и согласилась на свидание. Ну, вы такой настойчивый. Только это не свидание, а деловая встреча. Вот. Не понял. Это деньги. Вам на Мерседес. И вы к Спиридон не ногой. Катя, я... Перестань, ну. А это за котлетки. Значит так, орлы, хватит троллить. Господа хотели фейки. Нужно это устроить. Где там ваш интеллект искусственный? Очень круто. Молодец, орел. А я ролик сделал. Всем даю газ.
всем даю газ. Да. Примитивно, но многообъясняюще. Молодцы. Давайте, заливайте все это в сеть. Спиридон Васильевич, может, все-таки не надо? Ну, вы же совсем не такой, как они. Если вы это зальете, то станете не лучше их. Я с ней полностью согласен. Вы сами нас учили, что так нельзя. Может, правда не надо? Ладно. Удалите этот бред. Вить, включите ваш этот стрём. Стрим, давайте. Я хочу обратиться к некоторым нашим политикам. Может, те, кому надо, меня услышат. Молдова – это прекрасная гроздь винограда абсолютно на всех картах мира. Мы все и есть эта гроздь винограда. Каждая ягода – это люди. Учителя, сантехники, слесари, врачи, пожарные, фермеры. Мы все и есть эта гроздь винограда, понимаете? А правительство – это гребень этой грозди. И я хочу открыть вам небольшой секрет. Именно гребень питает каждую ягоду всем необходимым. Витаминами, жизненным соком, абсолютно всем. А не наоборот. Понимаете? Так заложено самой природой. Прекратите использовать народ в своих корыстных целях. Ну неужели нельзя действовать, хотя бы немного в интересах людей, а не только в своих? Почему у нас в стране все так происходит? Вы можете объяснить или нет? Вот обратите внимание на наш флаг. Он не только красный, он не только желтый, он не только синий. И обратите внимание, они все одинаково значимы. Вот они все одинаковые. Можете линейку взять и померить. И только вместе, понимаете, не поодиночке, а вместе они формируют молдавский флаг. Понимаете? Да ни хрена вы не понимаете. И вот пока не поймете, у нас в стране ничего не поменяется. Предстоящие выборы могут стать переломным моментом в политической жизни страны. Остается лишь дождаться дня голосования, чтобы узнать, какой выбор сделает народ. Очень сложно в наше время понять, где правда, а где ложь. Информацию очень легко подделать и очень трудно определить, где настоящее. Все эти фейки, тролли, манипуляции. Этот мир просто сошел с ума. Джентльмен. Идиот. Прошедшие выборы уже называют сенсационными. Явка избирателей составила почти 100%. Такого в Молдове еще никогда не было. Результат голосования тоже сенсационный. Только что стало известно, что на выборах победил независимый кандидат Штефанеску Штефан Штефанович.
справедливость все-таки существует. Странно, что никого нет. Босс же вроде здесь живет. Уже, походу, не живет. В смысле? Письмо. Он ушел, а нам агентство оставил. В смысле оставил? А куда он ушел? Катюш, я тут подумал, херня какая-то получилась. Но с другой стороны, я так многому научился. Куда теперь все это девать? Может, в политику? Как оказалось, знаменитая фабрика мыла, которая производит мыло для души, на деле принадлежит ВВ и использовалась в качестве плацдарма для отмывания денег. Прокуратура провела обыск и обнаружила крупную партию черных пакетов с календарем, а также огромное количество российских рублей. Настолько огромное, что сотрудники прокуратуры уже считают их 8-й час. Я вам говорил, что с этим мылом что-то нечистое. Чуечка, чуечка! Она меня не обманула. Молиться надо. Молиться! Кроме того, прокуратура выявила схему с госзакупками, в которой фигурирует еще один бывший кандидат в президенты Дарин Флорин. В его кабинете во время обыска была обнаружена крупная сумма долларов, евро, шекелей, фунтов стерлингов, юаней и один черный пакет с календарем, в котором тоже обнаружили крупную сумму денег. Срочная новость! Конституционный суд отменил результаты выборов, аргументируя это обнаруженными массовыми фальсификациями и влиянием ТикТока на общественное мнение.